Да, надо на горячую оставить. Привет, ребята! Сегодня мы зайдем в гости к одной русско-филиппинской семье. Это Денис и Роуз. Денис приехал из Крыма, а Роуз филиппинка. Посмотрим, как они живут. Ребят, вообще этот лист, он ядовитый. У него сок, он кожу разъедает, и температура поднимется. Худо будет, его вообще опасно. Поэтому не все можно трогать руками. Даже если очень хочется. Она красивая, зеленая, но может быть ай-яй-яй. Будьте здоровы. Хорошо. Привет, Денис и Роуз. Вкусные сосиски. Денис, расскажи, пожалуйста. Где купить, я расскажу. Где купить тоже. Расскажи, пожалуйста, где ты живешь до Филиппин? Не собираешься жить. Не собираешься жить. Откуда ты приехал и чем ты занимался до знакомства с Роуз до Филиппин? Очень много вопросов. Очень много вопросов. Я сразу не могу на все вопросы, сразу все. Значит, если по порядку, я из Крыма. И обычно я люблю жить там. Да. Но вот получилось, что я доехал до Филиппин и крайне рад, что так произошло. Тут мы познакомились с моей Лаврушкой. Лаврушка — это сокращенно от лавровый венец. Как вы знаете, все олимпийские чемпионы, и им давали лавровый венец неувядающий, зеленый, вечно прекрасный и так далее. И вот я был достоин именно вот этого прекрасного азиатского венца. Да? Интересно, а что тебя вообще занесло на Филиппины изначально? Я довольно много где ездил, мне было интересно везде побывать. И потом друзья говорят: слушай, Филиппины, они такие крутые, там такие яркости красок, там такая природа, атмосфера, люди. И я какое-то время собирал деньги, планировал свое путешествие. Причем я был на коуч-серфинге, находил там точки, где я могу ездить, гостить. Я зарегистрировался на сайте Workaway. Это там, где ты можешь приезжать, там работать, и за это у тебя там есть еда и кров. Да, хлеб и кров. И ты можешь там находиться в этом месте. Я построил себе весь маршрут такой по кругу по Филиппинам. Там и пиратский остров должен был быть, и какие-то тату-мастера, и, в общем, всякие интересные должны были быть истории. Но случился коронавирус, и все. Я немножечко застрял. Извините, у меня ответы сумбурные выходят. Окей, так и надо. Как вот прям говорить, так и говорить. Дениса, я знаю, что ты был в монастыре филиппинском. Что это за история? Расскажи, пожалуйста. Слушай, ну это не то чтобы филиппинский монастырь. Понимаешь, это прям сеть монастырей, она вообще по всему миру. И это буддийское направление монастырей. Они направлены на самопознание. И, когда ты чем-то интересуешься, вот ты начинаешь интересоваться собой, да, какая-то, какую ересь? Ничего. Какую ересь? В общем, может, заново там потом резать что-то будет. Да ладно. В общем, начну, пожалуй, с нуля. Итак, для меня всегда было интересно первопричина вещей. И в том числе первопричина мыслей в себе, чувств в себе и многих-многих штук. И когда я в конце концов, к счастью, расстался с постоянной работой, где, как и многие, работал роботом. Знаете, когда ты утром встаешь, в 7 утра на работу, в 10 утра, в 10 вечера домой, и, в общем, вот так несколько лет, это потом надоедает, и хочется чего-то нового. И, в общем, я таким образом стал размышлять, зачем я это делаю, и пришел к тому, что мне бы хотелось лучше разобраться в причине вещей. Я стал общаться с разными людьми, в том числе просвещенными, просветленными,
И посещать разные места, в том числе места, где родился Будда, где я на работе еще шутил, говорю, уеду от вас туда, где Будда жил, и буду там сидеть и вкусно пахнуть. Ну, в общем, так и произошло по итогу. И что, тебе помогла буддийская школа? И как бы сколько ты находился в этом монастыре? Техника называется випассана. Есть мнение, что она передана Буддой. Я говорю, есть мнение, потому что это не точно. Ну, передана конкретно Буддой или... Но важно не то, передана, не передана. Важно, как она работает. И это сеанс, который длится 10 дней. Ты погружаешься полностью в себя. Вот ты живешь в келье, принимаешь на себя обеты, как буддийский монах. И в это время ты являешься буддийским монахом, потому что ты на себя все обеты принял, и это время ты молчишь, ты медитируешь 11 часов в день, у тебя определенная диета и рацион, и ты тебе нельзя писать, записывать какие-то штуки, отвлекать мозг на что-либо. И таким образом ты максимально фокусируешься на наиболее интересных, важных вещах. Поэтому я считаю, что эта техника классно тебя очищает с какой-то от шелухи, от каких-то незначительных вещей. И ты очень свеженьким возвращаешься обратно в мир. Именно в таком освеженном состоянии я первый раз в жизни и встретил вот эту прекрасную Покахонтас в зеленом автобусе Ceres Airlines. Да? Покахонтас. И как это было? Ты такой очищенный, встретил Роуз, это была любовь с первого взгляда? Спасибо, это один из любимых моих тем, любимых вопросов, на которые мне приятно отвечать даже самому себе. После випассаны ты выходишь в специфическом состоянии и не соотносишь себя со многими явлениями и даже мыслями, которые приходят в голову, ты больше относишься к ним как бы со стороны. О, прикольно, что это происходит. И наблюдая за всем этим, я вижу красотку, смуглую, длинные ножки, восхитительное все, барышню. И в это время стою, жру хот-дог. И, в общем, думаю, неужели нам по дороге? И оказывается, по дороге. В общем, я захожу в автобус, спокойно занимаю свое место, потом я меняю это место, потому что оно мне не нравится. И эта барышня, она сидит. И в результате получается так, что я сажусь за ее спиной. И сажусь за ее спиной, а в голове такие мысли, типа, а что было бы, если бы вы с этой барышней были вместе? А что, если бы у вас были дети, семья? И я себя на этом ловлю и такой, Деня, о чем ты думаешь вообще? Как ты... Успокойся вообще, что ты нафантазировал себе? Ну и успокаиваюсь, сижу, и тут я вижу, что она сидит на сиденье, а сверху кондиционер. А надо сказать, что в Азии все автобусы, поскольку жара, они врубают кондиционер как не в себя. И с него начинает литься вода. Она должна отводиться в сторону, но в силу того, что автобус не новый, она туда не отводится. Начинает ей на ноги капать вода. И я вижу эти красивые, смуглые, стройные ножки, на которые капает вода, и шерсть на них встает дыбом, потому что вода холодная, очевидно. Да? Я на это какое-то время смотрю, а потом думаю, если вот у меня есть что-либо в сумке, чем я могу спасти эту красоту, я с удовольствием это сделаю и не буду стесняться. Я, конечно, испытывал стеснение. Я ничего не знал о культуре. Я вот прилетел сюда из Сингапура, я 10 дней отсидел в монастыре, и я выхожу в автобусе, то есть практически без паузы. В общем, я стеснялся. И я нахожу что-то в сумке, нахожу какую-то салфетку, что-то чем-то заткнуть, и я приношу ей свои извинения, говорю, вы, пожалуйста, извините, барышня, я вот просто не могу смотреть, как ваши красивые ножки капает эта холодная вода. Я просто прикрою, и все. Я закрываю там эту дырку и спокойно занимаю свое место обратно. Она какое-то время сидит там, ерзает на кресле, а потом, чувствуя какую-то взаимную благодарность, пересаживается ко мне. Я был очень приятно удивлен такой возможности, потому что понимал, что сейчас у меня есть представитель культуры, носитель языка, и мне интересно же все на Филиппинах.
никогда не был. И она рассказывает какие-то вот истории, какие-то блюда, какие-то угощает меня какими-то пирожками с корешками и уби, знаете, фиолетовые такие. И, в общем, мы 8 часов с ней в этом автобусе едем из Бакалода до Думагета. Да, с Бакалода до Думагета мы едем 8 часов, мы общаемся, и я ее там как-то прикрываю, там у меня был с собой шарф такой большой, я ее прикрываю, чтобы ей не дуло, мы общаемся, смеемся, шутим, в общем, нам очень кайфово вместе. В это время какие-то начинаются знаки, знаете, дождь пошел, и где-то, возможно, на крыше, может что, лежала такая в форме кольца черного резинка. И она с потоками воды начинает сползать по стеклу и останавливается напротив нас. И я такой, вот это да, может быть, это намек? Не исключено. А еще я где-то взял... я нашел в одном из монастырей, мне попал... Спасибо. Это был комар вкусный. Мне попался листик дерева бодхи. И я его держал там в своем блокнотике, где я делал какие-то для себя сокровенные мысли, какие-то попадался. И вот в какой-то момент я смотрю, а этот листик, который был в блокноте, в моей сумке, его не перепутаешь, он для меня специфический, листик дерева бодхи. Дерево бодхи — это то дерево, под которым Будда просветлел. И, для меня это было значительно. И он лежит как раз на сиденье, где Розмари садится, и еще один знак. И таких знаков было как бы несколько. И я к ним начал внимательно прислушиваться. Очень интересная история, романтичная, Денис. Теперь интересно послушать Роуз. Роуз, что ты можешь рассказать о том времени, когда вы познакомились? Я скажу, что для меня это очень необычная ситуация, потому что ситуация мне неизвестная. Обычно, когда я встречаю кого-то, это очень редко. И поэтому это очень специальное время для меня, когда я кого-то встречаю, тем более в автобусе. Мы не знаем обычно, как действовать в такой ситуации. Но я его не знал, он не знал меня. Мы были просто обычными пассажирами автобуса. Но я почувствовала очень специальную энергию, когда я увидела и встретила его. Я почувствовала хорошую энергетику. Я почувствовала, что он великолепный человек. Но он тогда не очень улыбался. Но я знаю, что русские обычно не улыбаются. Тогда я, конечно, и не знала, что он русский. Он просто смотрел на меня, я смотрел на него. Я нашла его привлекательным. Но я не знала, что я понравилась ему. Во время всего путешествия, примерно 8 часов в автобусе, в это время я наслаждалась поездкой, потому что я первый раз посетила этот город Бакалод. Я никогда не ездила так далеко от дома, потому что я рабочий человек, одинокая мама, и мне нужно зарабатывать деньги и работать, у меня есть сын. Мне не помогает никто, потому что его отец, он с нами не общается. Я фокусировалась на обеспечении своей семьи и думала только об этом. Я никого никогда не искала, и мне не нужны были отношения, потому что я хотела только отдыхать после работы и не хотела больше никаких отношений. Все мои отношения обычно заканчивались плохо. Но в этот момент я подумала, может быть, это стоит попробовать еще раз. И я решила расслабиться, и Бог дает мне лучшее. Я верю, что Бог приготовил для меня что-то хорошее в будущем. В это время, когда мы были в автобусе, он начал на меня смотреть, но мы не разговаривали друг с другом.
И просто пошел дождь, и капли с крыши автобуса начали проникать и капать мне на колени. И он обратил на это внимание, потому что он сидел сзади меня. И он встал и попытался заделать эти дырки, через которые текла вода. Потому что он сказал, что он беспокоится о моих ножках, то, что очень холодная вода. И это началось там, наши отношения. Он просто заделывал дырки, чтобы вода не капала с потолка. И с этого момента мы начали с ним разговаривать. Он спросил мое имя, я спросил его имя, что нам нравится, что нравится мне, что нравится ему. Мы начали медленно узнавать друг друга. Я еще раз поняла для себя, что он очень хороший человек, и я могу это чувствовать и работать с этим. Этот человек классный парень. Когда разговариваю с другими людьми, я всегда чувствую, какой это человек. И для меня это была очень интересная история. Наша история жизни, как мы встретились, это очень необычное место. И, в общем, это все было очень необычно. И в это время также он начал спрашивать меня о моей жизни. Одинока я или у меня кто-то есть? Я сразу же ему сказала, что у меня есть сын, что я не одинока, что я уже была замужем. Но я увидела, что для него это не проблема. Как он на это отреагировал, он сразу воспринял это нормально. И после этого мы поехали вместе встретиться с моей семьей в городе Себу. И там он увидел, как я живу. Он встретил моих родителей. И в это время для меня, я могу сказать, что эта ситуация, как Бог меня к ней подвел. Я никогда не рассчитывал, что такое случится в моей жизни. Это первый раз такое в моей жизни. С таким человеком я встречаюсь в такой странной ситуации. У нас также есть группа, где мы делимся нашими историями, и я рассказывала всем эту историю. Это очень интересная история. Я могу сказать, я его люблю. Я его полюбила прямо в тот самый момент, в эту самую ситуацию. Это очень специфическое время. Время пандемии. Он ему пришлось остаться на Филиппинах, потому что случился локдаун, и он не мог полететь обратно в Россию. Он решил остаться со мной, и мы начали понимать друг друга более глубоко, изучать друг друга. И в этот момент я забеременела нашим сыном. Вот это все, что я могу сказать. Для меня это очень романтическое время. Но я уже немного напилась. Я отправил Раю за льдом. Я думаю, мне надо напиться, чтобы сказать всю правду. О, ты должна рассказать всю правду. Как ты похитила меня, как ты заставила меня ломать скалы на площадке по дому. О, это было весело. И я могу сказать, что он очень серьезный работник. Когда он встретил моих родителей, они сразу поняли его. Он очень тяжело работал. Доставал дерево, доставал воду. Он очень дружелюбный ко всем.
О, это очень романтичная, хорошая история. Мне нравится, когда люди знакомятся не в интернете, а в настоящей жизни. Как насчет таких историй плохих на Филиппинах, когда приезжает иностранец, женится на филиппинке, оформляет все на нее, бизнес, там недвижимость, и после через какое-то время она как бы его кидает. Вот почему ты боишься покупать недвижимость сейчас. Я могу сказать, что ты не можешь сказать так обо всех, потому что я верю, что не все люди плохие. Везде в мире можно найти как хороших, так и плохих людей. И знаете, это действительно случается на Филиппинах, но не со всеми. Есть и хорошие девушки, такие как я. Но я очень удачливый. But sometimes when I'm Иногда, когда я complaining about the жалуюсь food, she на says like, качество "You ее see, еды, that она forest говорит, is ну very знаешь, лес он очень sea is very дикий, deep. Nobody will океан find он it." очень глубокий, никто тебя не найдет. Ну это я так шучу. Я думаю, для меня я не могу сказать, что все филиппинки такие. Есть хорошие филиппинки. Но это правда. Я не могу сказать, что этого нет. Это действительно есть. Многие филиппинцы могут разозлиться, если они услышат в этом видео. Кончик не живой. Ну, я надеюсь, такой гадости у вас не случится. Денис, а вот ты взял Роуз уже со взрослым сыном от другого мужчины. И у вас после этого родился уже свой собственный сыночек Иван. А расскажи, пожалуйста, как у вас вот с сыном Роуз складываются отношения вообще изначально? Он тебя считает папой, как бы вы общаетесь? This is Раю. It's Раю. Да. Привет. Я когда встретил Розмари, она сказала, что у нее есть сын. И у меня тоже дочь есть от первого брака, ей уже 20 годиков. И, в общем, мы вместе встретились в какой-то день и поехали вместе на водопады Пулан-Бату. И после этого он говорит, а что теперь этот дядя наш папа? Она говорит, ну да. Ну и все, с тех пор он меня воспринимает как папу. И для него это было легко, а если для него легко, и мне легко. Вот, конечно, мне было стрёмно, потому что ответственность. Да и вообще у нас в генетике так заложено, что растить потомство другого самца – это не то, чтобы правильная история. Но я понимаю, что не чужой мне парень, понимаете? И у него есть отклик на меня, как на отца. И у меня есть возможность проявить себя как отца, научить его плавать, чем мы занимаемся, да, и еще каких-то историй много. Для меня это возможности огромные, а для него возможность иметь отца, а для меня еще один сын. Ну, короче, все выигрывают. Вот так и живем. А что насчет биологического отца Раю? Он контактирует как-то с вами? Он помогает, пытается с ним общаться? Что вот насчет этого? Я действительно могу сказать, что я поняла, что он абсолютно безответственный отец. И на протяжении всей беременности, когда я была беременна в Раю, я стала осознавать, что в этой ситуации я связалась с полностью безответственным отцом. Я не видела никаких причин, чтобы можно было выйти за него замуж, даже если бы он предложил мне это сделать. Я бы сказала, мне нужно время, чтобы подумать. Я не уверена, что стоит это делать. Когда речь идет о таком шаге, ты не можешь просто сказать «да». Тебе нужно полностью обдумать этот шаг. Эх, что-то мне взгрустнулось после этой истории. Доля филиппинских женщин, конечно, непростая в плане того, что очень много матерей-одиночек. Но у вас есть такой крепенький, классный малыш совместный. Он очень выделяется среди филиппинских детей, очень красивый, и зовут его Иван. Сейчас он, правда, спит, будить не будем, но расскажи, Денис, как
как все было, как он у вас появился, когда родился. Очень смешной вопрос, спасибо вам за него. Значит, как все началось? Снимаю я, значит, штаны. Ну, я шучу, друзья. Ну, как все по воле Божьей. Удивительно произошло. И Иван, слава ему, появился на свет 23 февраля. Такой подарок на День защитника Отечества. И я обивал пороги посольства филиппинского, очень хотел его увидеть, лететь на Филиппины, но коронавирус, и меня целый год к нему не пускали. И первый раз мы встретились на его первый день рождения, когда я полетел 23 февраля вот 22 года. Ну и, конечно, это было очень крутое событие, я не знаю. Это, понимаете, эмоции такого порядка, они словами, нельзя их описать. Не получается. Вот, сейчас Ванька спит, но позже, я надеюсь, вы посмотрите на нашего богатыря. Нам нравится долго, да? Давай, целуй меня, все. Тихо. Слушайте, друзья, и ягодой, ценной ягодой нашего счастья, нашей любви случился Иван. Вот у него, кстати, день рождения был 23 февраля. Вот друзья приходили, мы вместе его праздновали. Слава Творцу, да. Вот, кстати, небольшое видео о том, как проходил день рождения. Кстати, есть некоторые отличия в понимании празднования дня рождения у нас и на Филиппинах. Но я нахожу это интересным вообще. И вот вы там оцените, как вообще жена у меня красотка наготовила всего. Я бы сказал наоборот. Это рюмка для ежа, это чашка для ужа. Thank you so much, Lord, the blessings that you give us every time. You are the providing of our life, Lord. Thank you so much on the life of Ivan, Lord. Please bless him that he can grow up according to your will, Lord, because you know that his life is a big miracle for us. I know that you know everything. Our prayer before is. And you are the Ivan is very miracles happen in our life that you give him for us. You send him for us. Their life you send him in this world are a big blessing. Thank you so much, Lord. And I hope and I pray that he grows with his parents according to your will, and guide him, bless him. Yes, Lord. Amen. That he will be he will be the good servant on your words.
And in this moment, I will give thanks and I will honor unto you. I will glorify you. Расти здоровым, успешным и долго-долго жить. Пережить бабушку по возрасту. Вот. И всегда. И самое главное, чтобы подтвердилось российское гражданство и стал российским человеком, русским. Это будущий русский гражданин. Бабушка сказала «Дикий Иван». Он дикий. Если ему подари, он боится. Маску тоже чуть-чуть боится. Поэтому он Дикий Иван. Денис, а как в плане вот языка, взаимопонимания, менталитета, так скажем? Слушайте, ну это же невозможно сравнивать, потому что это просто другие отношения, ну, в принципе, другой формат. Ну, понятно, что барышня, когда она с другой стороны, у нее другой менталитет, она никогда не поймет советских мультфильмов, ну, в глубину не поймет. Она внешне посмотрит, но они у нее по-другому отпечатываются, она по-другому их осознает. Фильмы, книги, песни, культура просто, ну, не та. И нужно понимать это и принимать, что ты совсем в другой ситуации, в других условиях. Вот, и все. Ну, свои плюсы, свои минусы, свои преимущества. Но никого удивительнее, чем моя мама, вообще нет. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Ей 82 годика, и она отчаянная путешественница. Ой, ну что я вам скажу? Жизнь – это движение. До тех пор, пока человек интересуется всем, что вокруг, он жив. И когда человека перестает интересовать окружающее, то считайте, что он умер. И вот чтобы не сидеть вот в том однообразии, в той серости, а 82 – это серьезно. И надо закончить свою жизнь как можно интереснее. Не важно, сколько она продлится, важно, как она продлится. Я очень хотела увидеть внука, хотела его обнять. Я очень люблю его. И, конечно, я хочу в следующей серии, пусть покажут, как происходило, как внук, как он подрос у нас за это время. И как мы счастливы рядом с ним. Вроде ж не пила. Что? И вроде ж не пила, говорю. Нет, ну я целый рис заготовила. Смотрите. Потому что потом... Обязательно расскажешь во второй части. Друзья, пожалуйста, вот будет вторая часть видео. Мы Я не можем коротко. все за один раз. Посмотрите нас еще. Лайк и подписка с вас.